Вернулся менеджер со встречи с заказчиком с подписанным эскизом. Что такое? Это же был нерабочий чертеж. Так, для разнообразия. И цена должна была склонить к основному варианту. Похоже, я моделировал поздно ночью или уже под утро. Как с этим работать? Как теперь это реализовать? Посмотрим, с чем имеем дело. Это тумба под раковину, столешница должна быть из натурального камня. Это уже не мы. Раковина врезная, довольно глубокая, поэтому верхний фасад ложный, даст опору для камня. Снизу должен быть выдвижной ящик с вырезом под слив. С этим понятно, но что с дизайном? Прямые скотчные ноги внизу, непонятный контур нижнего фасада и боковых, почти голая тумба с одной нашлепкой. Отложим компьютерную модель и сделаем все от руки. От прямой отбрасываю опорные точки, максимум на 60 мм. Вместе с толщиной материала высота заготовок не будет превышать 80 мм, что позволит мне нарезать их на пиле. Нарисовать одно. Получить же сглаженный профиль лучше с помощью гибкой, но упругой полоски ХДФ. Из него же будут склеиваться гнутоклеенные заготовки. Надо проверить, согнется ли материал на эти радиусы. Временно клепил полоску на клей-расплав. Теперь сниму ее и вырежу из плашки базовый контур для элементов нашей тумбы. Работаю лобзиком, а потом и ленточной шлифмашиной. Нижнюю часть я выгнул вперед. Так будет поживее. Давайте же приступим и проследим за всем процессом. Из полученного нами лекала я сделал уже прочный шаблон для фрезерования. С помощью него сделаем множество ребер для матрицы гнутоклеенных деталей. К каждому ребру будущего шаблона я дополнительно прикрепил брусочки. Они будут задавать одинаковое расстояние между отдельными ребрами и держать их вертикально. Начало положено. Надо как следует поработать. Длину дуги измеряю полоской из гнущейся фанеры. Такая замечательно подойдет для нашей матрицы. Она хорошо гнется в одном направлении, но создаст жесткую оболочку в пролетах между ребрами. Прямой участок шаблона будет задан с помощью куска МДФ. В свое время я подогнал лекало для ребер, чтобы линия хорошо переходила в ровную плоскость. С этой полосы и начнем. Наношу на нее клей и фиксирую степлером к плите ХДФ, которая будет служить основой нашей матрицы. Использую полиуретановый клей, он вспенится и хорошо прихватит отдельные тонкие ребра. Чем толще слой, тем лучше. Сразу наношу и на гнущуюся фанеру, и на еще один лист ХДФ. Его я добавлю сверху, он более плотный и менее пористый. Все вместе уже помещаю в самодельный вакуумный пресс. После выемки убираю скобы, фрезером делаю скругление по ребрам. Теперь можно начинать склейку гнутоклеенных заготовок. Заготовки будут из 6 слоев ХДФ. Мы раскладываем их все по 2 столам. Клей наносим на 5 из них. Раскатываем клей одноразовым велюровым валиком. Повторно его уже не используем. 5 листов с клеем укладываем на самом шаблоне. Накрываем белым односторонним ХДФ. Дальше прихватываю слегка малярным скотчем. Только чтобы не сместился слоеный пакет, пока накрываем кусками кожи. В процессе откачивания воздуха помогаем, а больше контролируем, чтобы все прижалось по шаблону. Можно видеть, как высокая матрица утянула внутрь раму с мембраной. Полиэтилен почти не тянется, но работает. Выдерживаем в прессе дольше обычного, примерно 1,5 часа. Прежде чем извлечь заготовку, переношу метки, обозначающие опорные линии для дальнейшей обработки сложной заготовки. Это будут лицевые панели, поэтому заготовка не доходит до нижней части шаблона. Следующий прессуем уже заготовку для боковин, на всю высоту тумбы и даже с запасом на подрезку. Исходя из меток, несложно уже обпилить наши заготовки, как обычные плоские детали вокруг. Для пропила между фасадами подклеивал снизу опорные брусочки. Теперь на нижнем фасаде отмечаю линию условного стыка с ножками.
а сложную кривую рисую по имеющемуся шаблону как раз для таких случаев. Срезаю лишнее лобзиком. Шаблон подкладываю и фиксирую снизу, а под высокую выгнутую сторону временно подклеиваю брусочек. Так я привожу фасад в исходное горизонтальное положение. Таким же образом фасады из общей заготовки разделялись и на пиле. В дальнейшем оба фасада по периметру пройду и галтельной фрезой. От щита для боковин я отрезал две полоски по 50 мм и подклеиваю их снизу. Это будут задние фальшноги. Я решил добавить им толщины. Попереду наложил еще и полоску из 8-мм гнущейся фанеры, чтобы эта нога визуально выделялась. Потом уже обпилил щит по периметру. Но вот на фанеру высоты пилы уже не хватило, поэтому оставшиеся снимаю фрезером. Для увеличения базовой поверхности подкладываю обрезок той же фанеры рядом. Пока обе боковины единым блоком. Размечаю этот блок, добавляю линии границ отдельных панелей и условную линию низа самих боковин. Шаблон, который я использовал для фасада, слишком растянутый, пологий. Поэтому в его тематике я быстро подготовил половинчатые лекалы нижней кромки боковин. Перенесу его контур на панель, ориентируясь на нашу линию низа и границ панелей по обе стороны. Я не стал готовить шаблон для фрезерования. Здесь сделаю все лобзиком. Пока выпилил крупной пилкой основную часть, как для фрезерования. Теперь для демонстрации выпилю участок тонкой пилочкой впритык к линии. Уже неплохо. Останется только сгладить все грубым абразивом, это быстро. Ну вот, терпимо. В ходе отделки все еще будет уточняться. Часть работы осталась за кадром. Я сделал канавку фрезером, а вблизи ножик и полукруглой стамеской. Разделил блок на две отдельные панели. На пиле же и подровнял ноги после лобзика. Потом ножом и шлифованием придал ногам немного изящности. Насколько я это увидел. Я укрепил мягкую фанеру пропиткой и полиэфирной шпатлевкой, потом изолятором и белым грунтом. Теперь подготовил присадку под соединение с ногами из дерева. Давайте вернемся назад и сделаем эти ноги сначала. Для ног я взял небольшой отрез букового щита толщиной 40 мм. С помощью нашего лекала отрисовал контур ноги. В одном месте мы выходим за пределы двойной толщины букового щита, поэтому в это место подклеивается третий слой. Собираем все в блок согласно схеме и крепко зажимаем струбцинами. Но основная сложность дальнейшей обработки такой толстой заготовки. Особенно сложно будет без ленточной пилы. Вместо нее я насверлю отверстий рядом с линией, а потом пропилю лобзиком с длинной пилкой. Склеенный брус и шаблон для фрезерования я сделал таким образом, чтобы оставалась база по концам. Она позволит фрезеровать заготовку с 4 сторон по отдельности. Фреза всю высоту 100 мм сразу не возьмет. Процесс не быстрый. Снимаю оставшееся дерево понемногу, чтобы не отколоть крупные куски. Масса заготовки позволяет вести и попутно вращению фрезы, но тоже небольшими шагами. Шаблон с противоположной стороны я закрепил немного с запасом, а потом уже двигал так, чтобы совместить все. Во второй проекции пошло уже веселее. Материала осталось значительно меньше, надо было сразу спиливать лобзиком со всех сторон. Но все рождалось по ходу работы и не хотелось забегать вперед. По этой же причине пришлось пройти все этапы заново и для задней линии в нижней части ног. Заранее ослаблять толстый брус, да и шаблон, по которому ходит подшипник, я не хотел. С основной, грубой обработкой все готово. Теперь будем доводить ноги до нужной формы. За кадром я снял фаску по переднему ребру, постепенно опуская фрезу все глубже. Ноги объединил вместе, чтобы в сумме они дали достаточную базу для фрезера. Теперь заглажу переходы уже ленточной шлифмашинкой, потом и орбитальной. Выводить скругление буду шлифмашинкой с кругом меньшего диаметра. По верхней части лишний кусок бруса я спилил, чтобы он не мешал. Радиус вдоль ноги переменный, снимаю все на глаз. Главное, смотрю, чтобы обе выглядели одинаково.
Тут же становится очевидным, что где-то фрезой было снято больше нужного. Придется добавить в эти места шпатлевки. Теперь можно наконец задать заготовкам окончательный размер. По задним ребрам прохожу фрезой со скруглением, а затем и заужаю ногу к низу опять же шлифованием. Все, отправлю ее на грунт, а потом соединим с боковинами. Итак, я наношу клей на боковинки и притягиваю ноги эксцентриками. Пришлось немного поддавить струбциной, чтобы все приняло нужное положение при склейке. Теперь подготовлю накладные элементы на нижний фасад и ноги. Заливаю жидкий пластик в силиконовую форму. Декор ажурный и мелкий. Приходится подливать в разных местах порциями. Но в итоге все хорошо растекается. Он достаточно жидкий. Форму мы изготовили по деревянным элементам. Их никак нельзя будет согнуть по радиусу ноги или изгибу фасада. Поэтому мы делаем эти элементы из специального пластика. До 3 часов после выемки отливки из этого пластика достаточно пластичные, чтобы принять практически любую форму. При этом он хорошо шлифуется. Я отрезал от декора кусок для нижней части ног и подгоняю его заднюю часть по трубе диаметром 25 мм. Затем на цианокрилатный клей приклеиваю их, прикладывая по заранее нанесенным меткам. Декор полностью не прижался. Это будем уже дорабатывать шпатлевкой. Это было из предыдущей партии. Теперь извлекаем следующий декор. Большой ажурный сразу укладываю на шаблон в то место, где он будет на фасаде. Так плохо видно, но изгиб достаточно серьезный. Пластиковая деталь после полной полимеризации останется в таком виде и легко приклеится к гнутому фасаду. Теперь приклеим верхний декор, пока пластик еще гибкий. Где надо, мы добавили полиэфирной шпатлевки. Потом подчистим все шлифованием и загрунтуем эти сборные боковые целиком. Прилежное шлифование и толстый слой хорошего полиэфирного грунта делают чудеса. Не могу не нарадоваться на промежуточный результат. Так, продолжим. Усложним немного наши боковины перед покраской. Добавим панели с внутренней стороны, к которым будут крепиться направляющий ящика и донышко тумбы. Попереду мне надо свести их вровень с ногой. Расстояния там немного играют, и я подкладываю в каждом случае ПВХ-ленту нужной толщины. Теперь все вместе уже отшлифуется и покроется цветной эмалью. На хорошо высохшую эмаль я нанес уже золотую патину. Дальше скучный процесс удаления излишков этой патины. Чуть интереснее на декоре, здесь можно добиться большого разнообразия. Поэтому, как правило, держим поле зрения и соседние детали. Покрываем все акриловым лаком. Итак, мы отложили пока фасад ящика, как и сам ящик, доделаем их позже. Пока надо установить на место тумбу, чтобы другой мастер смог снять мерки для столешницы из натурального камня. Потом он установит и мойку, а мы уже добавим нижний фасад с ящиком. Мы подготовили донышко с вырезами по углам подножки. К боковинам приклеили гнутые панельки для крепления верхнего фасада. А по задней стороне добавили фанерные полоски для крепления к ним задней панели с круглым вырезом для коммуникаций. Соединяем основные панели. Вроде все хорошо. По ходу сборки тщательно проверили геометрию. Потом вложим донышко, которое даст окончательную жесткость конструкции. Прикладываем фасад на место для проверки. Просто сказка. Тумба немного длинновата, но даже не верится, что все сошлось. А какие линии! Декор под белым грунтом смотрится многообещающе, хотя и пустовато немного. Ну все, жизнь удалась, пора радовать и заказчика. Но заказчик не обрадовался. Дверка в душевую справа от тумбы открывалась мало. Глубина тумбы слишком большая, под 700 мм. Получается, что входя в ванную, тумба мешает. Как результат, не обрадовались и мы. Все пропало. А как все хорошо шло. Сколько труда и тепла вложено. И теперь все это на свалку. Так, стоп. Думаем. А что если совместить два изгиба,
2 шаблона в одном изделии. Не объясняя детали, предлагаю заказчику немыслимое. Мы урежем боковины тумбы, а готовые фасады согнем и во второй проекции. Чтобы не было неожиданностей, быстро подрезаю тумбу, добавляю гнутую панель для наглядности. Одобрено! У меня есть план. Установлю 2 своих шаблона на расстоянии. Один подниму по высоте максимального изгиба первого шаблона. Закреплю упор на верхнем шаблоне, чтобы упереть сюда каждый фасад в отдельности. Останется только распарить их и прижать по нашей установке. Все просто вроде. Настолько просто, что я решил усложнить. Разметил фасад на всякий случай и распилил на полосочки по 22 мм. Если подпереть такой набор по концам, то вроде все стабильно. Но я опять усложнил и просверлил каждую планочку в 2 местах. Через эти отверстия протяну пеньковую веревку. Но должно же быть хоть что-то натуральное в этой тумбе. Полученный набор, предварительно подстелив полиэтилен, помещаю на нашу установку. Теперь распределяю отдельные полосочки. Обратите внимание, что на выгнутых поверхностях они расходятся вверху, а на вогнутых участках расхождение уже снизу. В следующем видео мы разберем все эти моменты, а также как делать гнутые одновременно в 2 проекциях заготовки с нуля, из чего их склеивать, как изготовить шаблон и даже как нарезать рубашку и шпону для таких заготовок. А здесь просто выйдем из ситуации и быстро переделаем уже готовые фасады. Задумка такая. Веревка пока с запасом. Я смочу ее в полиэфирной смоле. А затем постараюсь смазать кромки отдельных дощечек, чтобы мы получили подобие гнутого щита. Впрочем, смочить толком не получилось. Тогда я взял полиэфирную шпатлевку со стекловолокном и уже ей заполнил все щели в заготовке. Затем мы сняли этот блок, подкрепили лекалом от наших шаблонов, чтобы не сломать все раньше времени. Подшлифовали поверхность и заполнили здесь шпатлевкой тоже. Тем временем мы сбили пластиковый декор со второго фасада и распилили его на такие же полоски. На этот раз высверлю 3 отверстия под канат, и мы применим полиуретановые материалы. Надеваю перчатки и пропитываю веревку в пуре. Пробуем промазать и кромки дощечек в напоре уже. Потом цепляем малярным скотчем, где надо, раздвигая планочки. Дополняем композицию полиуретановым монтажным клеем с наполнителем. После высыхания снимем вспенившийся клей шпателем. В целом 2 заготовки готовы, но это, можно сказать, формованный заполнитель гнутых фасадов. Теперь надо поверх этого заполнителя создать прочную оболочку с обеих сторон. Задумка была использовать полоски стекломата и полиэфирную смолу, но результат нас не устроил. После нескольких проб мы пришли к сетке из стекловолокна и полиэфирной шпатлевки с волокном. Оказалось, что сетка вполне способна расшевелиться и лечь по изгибам сложного фасада целиком. Она же задает и толщину слоя шпатлевки. Мы сделали 3 таких слоя спереди и 2 сзади. К сожалению, только в конце пришло в голову взять резиновый шпатель. Он хорошо повторял любой изгиб и оставлял ровно столько шпатлевки, сколько надо. Это бы значительно ускорило всю работу. Шпатлевка ложится ровным тонким слоем. Вот что мы получили пока. Проверяем, как стыкуются между собой фасады. В целом нормально. Тумбу мы сокращаем и по ширине, поэтому размечаем фасады и подрезаем края. Канавку прохожу фрезером, а дорабатываю стамесками. Все остальное уже обычной полиэфирной шпатлевкой. Пластиковую накладку оставлю на ночь на фасаде для принятия нужной формы. Потом приклеиваем ее и покрываем хорошим слоем грунта. Затем и эмалью. И опять золотой патиной. На этот раз для скорости закрываем все лишнее малярным скотчем. Так не намного, но быстрее и чище в итоге. Кажется, белым этот декор обещал намного больше. Посмотрим, как это будет в сборе. Боковые панели были упилены. Задние ножки отделены и прикручены обратно с клеем. Хорошее решение.
Контур снизу потерял симметрию, но все смотрится довольно логично. Ящик получился немного сложным. Передняя кромка донышка имеет уклон под нужный участок на фасаде. Снизу добавлена гнутая полоска для дополнительного крепления фасада. Оставлено место под замки для направляющих. Отверстие в задней стенке пришлось расширить из-за смещения тумбы влево. Донышко тумбы было укорочено и приобрело сложный контур передней кромки. Ну что ж, прикручиваем направляющие и заводим ящик с фасадом. Не сказать, что детали ящика плотно прилегают к фасаду. Задняя сторона фасада из-за слоев шпатлевки немного изменилась. Позже здесь будет добавлен цветной силиконовый герметик. Ванная все-таки. Теперь и дверца в душ полноценно открывается. И боковина тумбы вход не загораживает. Декор на фасаде смотрится довольно одиноко. Надо будет создать свою серию накладного декора для подобной тумбы. Как на ноги, так и на фасады. Сделать надо и шаблон для заготовок согнутых в двух проекциях сразу. Но это уже в следующих видео. Спасибо, что смотрели. Всего вам доброго.